Мы обожаем наблюдать за невероятной химией между нашими самыми любимыми турецкими актерами. Но за кулисами самых успешных проектов часто скрывается совершенно иная, очень мрачная реальность. Это топ-10 культовых сериальных пар, которые тщательно скрывали свою огромную ненависть за красивой улыбкой. 10-е место открывает невероятно популярная и культовая пара из драматического сериала «Назвала я ее Фериха». Чагатай Улусай и Хазал Кая блестяще сыграли невероятно красивую и очень трагичную историю первой любви. Миллионы преданных фанатов по всему миру искренне мечтали об их настоящем реальном романе. Но за кадром постоянно творился настоящий ледяной ад и абсолютно полное взаимное непонимание. Хазал была уже очень опытной и невероятно требовательной молодой профессиональной актрисой с жесткими принципами. А Чагатай только пришел в большое кино из популярного модельного бизнеса без малейшего актерского опыта. Он совершенно не понимал жестких правил работы на серьезной телевизионной съемочной площадке. Девушку дико раздражала его абсолютная непунктуальность и слишком легкомысленное, непрофессиональное отношение к заучиванию сложного текста. Она открыто считала своего молодого партнера просто красивой и совершенно бездарной картинкой для привлечения девочек. Они абсолютно не разговаривали друг с другом в долгих перерывах между сложными эмоциональными сценами. Каждый из них угрюмо сидел в своем изолированном трейлере до самого последнего момента вызова. Режиссеру приходилось буквально умолять их изображать дикую страсть сразу после громкой команды «Мотор». Спустя многие годы оба актера публично и честно признались в своей сильной взаимной ненависти. Это настоящее чудо, что их жесткий личный конфликт совершенно не испортил потрясающую итоговую картинку. 9-е место занимает тяжелый закулисный конфликт на съемках популярного драматического проекта «Черная жемчужина». Талгахан Цаишман и молодая красавица Ханде Эрчел должны были показать зрителям невероятный ураган искренних эмоций. Но опытный и очень серьезный Талгахан оказался совершенно не готов к работе со своей партнершей. Ханде в то время делала только свои самые первые неуверенные шаги в большой телевизионной драме. Она постоянно забывала свои реплики, путала эмоции и очень часто срывала сложные продолжительные дубли. Перфекционист Талгахан буквально выходил из себя после каждого неудачно сыгранного совместного эпизода. Он постоянно и очень громко критиковал актерские способности девушки прямо на глазах у всей съемочной группы. Ханде очень часто закрывалась в своей тесной гримерке и горько плакала от бесконечных обидных унижений. Их взаимное раздражение достигло такого невероятного пика, что продюсерам пришлось экстренно переписывать весь оригинальный сценарий. Сценаристам приказали максимально сократить количество их совместных романтических сцен, чтобы избежать настоящей драки на площадке. 8-е место разрушает наши красивые иллюзии о сериале «Отважный и красавица». Кыванч Татлытук и Туба Бюйкустюн считаются самыми яркими и дорогими звездами всего турецкого кинематографа. Их совместный проект должен был стать величайшим шедевром за всю долгую историю турецкого телевидения. Но столкновение двух гигантских эго мгновенно превратило съемочную площадку в самое настоящее поле боя. Кыванч всегда славился своей абсолютной пунктуальностью и тотальным уважением к драгоценному чужому времени. А Туба регулярно и без зазрения совести опаздывала на съемки на несколько долгих часов. Она постоянно заставляла всю уставшую съемочную группу и своего элитного партнера ждать ее бесконечного макияжа. В один день Кыванч просто не выдержал этого наглого неуважения и устроил грандиозный громкий скандал. Он кричал так сильно, что его гневный голос эхом разносился по всей огромной уличной локации. После этого ужасного инцидента актеры общались исключительно через своих личных менеджеров и ассистентов режиссера. Они просто блестяще отыгрывали свои роли перед камерой, а затем молча расходились в совершенно разные стороны. 7-е место скрывает мрачные тайны исторического хита «Курт Сеит и Александра». Здесь идеальный Кыванч Татлытук столкнулся с еще более тяжелым характером своей новой партнерши Фахрие Эвджен. Фахрие известна в турецком шоу-бизнесе своими невероятно завышенными требованиями и постоянными капризами на пустом месте. Она требовала для себя особый свет, персонального дорогого визажиста и постоянно жаловалась на качество еды. Ее бесконечные капризы очень сильно тормозили весь невероятно дорогой и сложный съемочный исторический процесс.
Кыванч, который вкладывал всю душу в своего сложного персонажа, был просто взбешен таким отвратительным поведением. Свидетели утверждают, что он несколько раз в ярости грозился навсегда покинуть этот дорогой телевизионный проект. Напряжение между ними было настолько плотным и тяжелым, что его можно было буквально резать ножом. Их экранная великая любовь была спасена исключительно благодаря невероятному таланту и профессионализму самого Кыванча. 6-е место принадлежит тяжелой драме на съемках криминального сериала «Ифет». Ибрагим Челиккол и Денис Чекыр не просто играли сумасшедшую страсть, они реально встречались в настоящей жизни. Их бурный и очень красивый роман стремительно развивался прямо на глазах у всей команды проекта. Но эта красивая сказка превратилась в сущий кошмар, когда Ибрагим жестоко и подло изменил своей любимой. Денис узнала о его грязном предательстве прямо в самый разгар съемок 2-го успешного сезона. Ее мир полностью рухнул, она переживала тяжелейшую депрессию и не могла смотреть предателю в глаза. Но жесткие рекламные контракты просто не позволяли актрисе разорвать договор и уйти из успешного сериала. Ей приходилось каждый день приходить на работу и страстно обнимать человека, который полностью разбил ее сердце. В перерывах между сценами Денис постоянно плакала навзрыд в объятиях своих личных ассистентов. А когда звучала команда режиссера, она снова надевала маску счастливой и невероятно влюбленной женщины. 5-е место поражает агрессией на недавних съемках популярного сериала «Эго». Альперен Дуймас и Мелисса Аслы-Памук заставили зрителей поверить в свою невероятную и обжигающую химию. Но реальность оказалась полна криков, взаимных оскорблений и угроз судебными разбирательствами между актерами. Мелисса регулярно позволяла себе серьезно опаздывать на площадку, задерживая всю большую команду в холодную погоду. В один из дней нервы Альперена окончательно и бесповоротно сдали из-за ее эгоистичного поведения. Он подошел к актрисе и на глазах у всей съемочной группы жестко отчитал ее за абсолютный непрофессионализм. Оскорбленная Мелисса закатила истерику, развернулась и демонстративно покинула съемочную площадку, сорвав важную сцену. Альперен не стал молчать и публично рассказал об ее ужасном поведении в своих социальных сетях. Они были вынуждены доигрывать свой страстный роман, общаясь на площадке исключительно в присутствии своих адвокатов. 4-е место принадлежит легендарному конфликту начала нулевых в сериале «Сыла». Мехмет Акиф Алакурт и Джансу Дире стали самой любимой экранной парой для целого поколения зрителей. Но их взгляды на жизнь были настолько полярными, что они просто физически не переносили друг друга. Мехмет был консервативным мужчиной с очень жестким, деспотичным и крайне агрессивным характером. А Джансу всегда отличалась невероятным свободолюбием, независимостью и абсолютным нежеланием кому-либо подчиняться. Их ссоры на съемочной площадке часто переходили в грандиозные скандалы с битьем ценного реквизита. Они постоянно кричали друг на друга так громко, что съемки приходилось регулярно полностью останавливать. После завершения проекта Мехмет публично заявил прессе, что скорее умрет, чем снова поработает с этой актрисой. А Джансу просто навсегда вычеркнула его имя из своей памяти, отказываясь отвечать на любые вопросы журналистов. Тройку лидеров открывает настоящий криминальный инцидент на съемках комедии «Кто из нас не любил?». Джан Яман и Селен Сайдер должны были развлекать зрителей веселой и очень трогательной историей любви. Но за камерами развернулась совершенно несмешная драма с участием настоящей вооруженной полиции. Актеры постоянно спорили из-за разных подходов к своим ролям и видения сцен. Один из таких творческих споров внезапно перерос в невероятно грязную и агрессивную перепалку. Разъяренный Джан Яман потерял контроль над собой и с силой бросил стакан с горячим чаем прямо в Селен. В ужасе от такой физической агрессии актриса немедленно покинула локацию и вызвала наряд полиции. Она подала на своего экранного возлюбленного официальный судебный иск за публичное оскорбление и нападение. Джан Яман был официально признан судом виновным и вынужден выплатить огромный денежный штраф своей бывшей партнерше. 2-е место по праву занимает самый громкий национальный скандал на съемках драмы «Вдребезги». Нургюль Ешелчай и Эркан Питеккай годами удерживали просто космические рейтинги благодаря своей невероятной игре. Зрители буквально рыдали от их тяжелой, но такой красивой и искренней телевизионной любви.
Но внезапно успешный проект потрясла невероятная новость о срочном уходе главной звезды сериала. Выяснилось, что Эркан Питекке наотрез отказался целовать свою партнершу, ссылаясь на свои строгие консервативные принципы. Нургюль публично высмеяла его невероятное лицемерие, заявив, что он путает профессию актера с религией. Взбешенный Эркан начал поливать актрису грязью в прессе, намекая на ее якобы распутный и недостойный образ жизни. Нургюль не стала терпеть такие унижения и подала на своего экранного любовника в уголовный суд за домогательство. Их экранная сказка закончилась жестокой войной адвокатов, грязными интервью и полным разрывом всех отношений. И на первом месте абсолютные рекордсмены по ненависти – легендарная пара сериала «Черная любовь». Неслихан Атагюль и Бурак Ащевит создали самую знаменитую и продаваемую историю любви в турецком кинематографе. Их сериал получил престижную премию Эмми, а фанаты по всему миру буквально молились на их пару. Но реальность этой великой любви оказалась самой горькой и жестокой иллюзией для всех преданных зрителей. Их вражда началась с неосторожного комментария Бурака в адрес мужа Неслихан и известного актера Кадира Дагулу. Кадир публично оскорбился, а Неслихан немедленно и безоговорочно встала на защиту чести своего законного супруга. С этого момента две главные звезды проекта стали самыми злейшими и непримиримыми врагами. Они категорически отказывались находиться на одной съемочной площадке, если того не требовал прямой контакт в кадре. Все совместные сцены, где актеры не смотрели друг другу прямо в глаза, снимались раздельно с дублерами. Во время съемок финального сезона они даже не здоровались и смотрели друг на друга с искренним отвращением. На их грандиозных свадьбах, которые состоялись в то же время, они демонстративно не появились друг у друга. Их великая экранная черная любовь была сыграна на чистой, абсолютной и беспросветной взаимной ненависти. Эти истории доказывают, что магия кино способна обмануть даже самые внимательные глаза. Ради денег и славы эти люди искусно играли в любовь, скрывая внутри настоящий яд. Напиши в комментариях, конфликт какой из этих знаменитых пар стал для тебя самым большим шоком. И не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы узнать еще больше грязных тайн.